Добрейший вечерочек, с вами вечерний Шуберт. Сегодня я после большого перерыва опять с вами, потому что летом не до, как вы понимаете, у меня самый синокос, не до съемок видеоблогов, то есть я постоянно в командировках, то уезжаю, то приезжаю, буквально несколько минут здесь и уже опять снова в поезд или в самолет. Но немножко времени я нашел, потому что некоторые наши подписчики просили меня ответить, для чего же я на съемках документальных фильмов таскаю вот такую здоровую камеру Урса, когда есть куча сейчас всевозможных решений более меньшего объема, например, вот такой шедевр японской техники, как Panasonic GH5, например, то есть вот такая вот лапочка небольшая и другие гаджеты. Вот можно, некоторые могут сказать, вообще можно снимать на GoPro и документальное кино, все будет здорово, то есть малый размер, вес, в любое время ты можешь оказаться хоть где, а вот с такой дурой ты как бы, ну, никуда не попадешь. И пока ты ее просто физически дотащишь до места съемки, ты уже просто умрешь. Как же можно ей снимать? В чем прикол? Вы меня спросите. Так вот, я хочу дать исчерпывающий ответ сегодняшнему поколению памперсов, как говорит Михаил Задорнов. То есть всем видеографам и подобным блогерам, которые привыкли снимать на мобильные телефоны, на DSLR и прочую фигню, от операторов, которые привыкли работать с серьезной техникой. Я вам могу сказать, что эта камера далеко не тяжелая. На самом деле, эти 4,5 килограмма даже, понимаете, это далеко не самая большая камера, которая есть сейчас. Например, Урса обыкновенная, не Урса Мини, то есть она практически в 2 раза больше при меньших характеристиках. То есть там такое здоровое. Эта камера не такая уже большая. То есть, конечно, по сравнению с маленькими гаджетами, это, думается, большой аппарат. Но на самом деле, как бы она вполне компактная и очень эргономичная и удобная. Вы представьте, как операторы прошлого снимали документальное кино и кинохронику вот на такие камеры Convas. Это вот, она весит точно так же, то есть, как Урса, эта камера, плюс к ней еще требовался аккумулятор, пленка и так далее, что увеличивало вес съемочного комплекта очень много. Тем не менее, операторы снимали везде, и в горы лазили с такими камерами, и даже Герман Титов брал в полет, Гагарин еще не брал, это самое, на Восток-1, а вот на Восток-2, или какой Восход-2 было, Восток-2, на котором летел Титов, он уже взял в космос и поснимал этой камерой, вполне, то есть, запросто, почему бы и нет. Но это еще не, вот эти канваса не самые тяжелые камеры. Это еще, как говорится, облегченный вариант. Люди, кинодокументалисты снимали вот такими камерами. Это кино, и снимали не только художественные фильмы, но и документальные, и работали с плеча этой камерой. Вот, и совершенно спокойно могли снять 300 метров, то есть 10 минут, то есть одним планом, то есть работая с такой техникой, то есть. И это, причем такие размеры никого не смущали, ни кинооператора, ни режиссера, ни героев фильма, никто не боялся, то есть все снимали и полускрытой камерой, и скрытой, вот это умудрялись и наблюдение, то есть в документальном кино, вот такой синхронная камера была нормой, вот еще к нему аккумулятор дополнительно, это самый маленький. И плюс кассеты вот такие. Все это оператор таскал, штатив гигантский. Поэтому сейчас хлюпики, которые боятся там Урсы или каких-то нормальных камер, то есть это просто не оператор. То есть настоящий оператор чувствует себя уверенно с такой техникой. Аргументы здесь очень много, почему использовать именно полноразмерную кинокамеру. Во-первых, удобство использования. Взял ее, положил на плечо, уже некая есть стабилизация, нет никакой тряски, спокойненько, уверенно ходишь с ней. Видоискатель, то есть позволяет и в ярком солнце работать, и в трудных условиях, то есть совершенно все видно, все ты контролируешь, и камера как бы на плече это одно целое с тобой. Очень удобно, к тому же все органы управления на этой камере, в отличие от DSLR, на которой, так сказать, приходится все дополнительно навешивать, какие-то рекордеры, какие-то там разъемы по звуку. Здесь вот XLR, профессиональные разъемы, профессиональный звук, нормальные микрофоны можно установить, без всяких каких-либо вещей, и контролировать, скажем, уровень звука в момент записи, используя вот такие аппаратные средства. Тут же контроль, то есть все очень здорово и хорошо, работа со звуком. Большая батарея, например, на такой камере, вот такой батареи хватает примерно на 4 часа съемки. Вы представьте, в DSLR нужно постоянно менять какие-то аккумуляторы, а представьте, герой только начал говорить на 2-м часу записи.
например, только раскрылся, начал что-то по теме фильма раскрываться себя вот, или какое-то событие происходит, и в это время аккумулятор заканчивается на DSLR или карточка, здесь как бы все очень хорошо. Во-вторых, удобно здесь и сменная оптика, то есть все это крепится стационарно, не болтается, как на маленьких камерах. То есть здесь все хорошо. Во-вторых, мне нравится чисто с изобразительной точки зрения. Конечно, в документальном кино изображение это не самое главное. То есть это не художественный фильм, где важно качество и важны определенные возможности съемок. Здесь, в документальном, конечно, больше можно не бояться недосветов и пересветов, поскольку многие вещи прогресса вытягиваются. И, значит, снимая в RAW, тоже можно не бояться за цветовую температуру, какие-то ошибки, потом все исправляется на постпродакшене. Разрешение очень хороший, запас 4,6К, то есть позволяет подкадрировать немножечко изображение, если потом нужно сделать, скажем, из среднего крупный план и так далее. Это все, то есть запас качества есть для постпродакшена, то есть поэтому Ursa подходит для документалистики 100%. Конечно, бы чуть-чуть бы полегче. Чуть-чуть бы, конечно, но, тем не менее, это стимул заниматься спортом. А всякие джашки, конечно, это круто, да, GH5. Ну, в принципе, можно выкинуть, оставить каким-нибудь видеоблогерам. Там. Так что, господа видеоблогеры и видеографы, качайте мускулы, ешьте кашу и, наконец-то, становитесь кинооператорами. Или бросайте это дело. На всякий случай скажу. Хоть солнце и ушло. Но, во-вторых, все-таки чисто вот как оператор я уже имею многолетний, так сказать, опыт и чувствую уже изображение, где, как, что отличается от чего. Например, работая с пленкой изначально, потом с цифровыми всякими камерами, в том числе DSLR я много снимал. Я вам скажу, что вот изображение вот на этой Ursa все-таки отличается от DSLR. Несмотря на то, что может, скажем, иметь схожее разрешение и битрейт, все равно, скажем, плавность движения этой камеры, роллинг шаттер, да тот же смаз, изображения некоторые, то есть он более живой, более киношный в цифровых кинокамерах, чем в DSLR аппаратах. Все-таки фотоаппараты рассчитаны для фото, и картинка там, соответственно, более четкая, более такая резкостная для одиночных снимков. И когда снимаешь статичные на DSLR статичные кадры, они выглядят, конечно, более глубокими, особенно если большая матрица, это какой-нибудь Canon 5D Mark III. Конечно, там выглядит все глубоким изображение. Но когда начинаешь двигаться, а в документалистике постоянно все снимается движение, очень редко, когда камера стоит статично, то есть постоянно все в событиях, в репортаже и так далее. То есть там изображение очень сильно едет на DSLR. Едет, смещается, причем или стробит, это выглядит неестественно. Все-таки здесь это ближе к кино. Конечно, это полностью дать ощущение живого изображения может только кинопленка, но вот эти цифровые кинокамеры, как они называются, все-таки ближе к этому, чем фотоаппараты. Более живое, более естественное изображение. Вот, ну, это опять же на мой взгляд. Конечно, мы можем сравнить, скажем, в следующем обзоре GH5 и, значит, Ursa 4,6К, но я думаю, таких видеообзоров полно в сети. Ну, посмотрим, если будет на это время. В следующих тестах будем делать еще обзоры. Так что, смотрите вечернего Шуберта. Всего вам доброго. Пока. Вот пошла запись, да? Да, ну... Давай запишем. Добрый вечерочек, с вами снова вечерний Шуберт. А может быть, чуть пониже сделать, чтобы руки не были обрезаны? А как? Пока что вот как идет обрезание? Может мне покрупнее план сделать? То есть подойти сюда. Не, у тебя тень сильная появляется. Вот так лучше, вот так отлично. Ну сейчас солнце-то будет заходить, уходить, это фигня сейчас будет. Ну все. Подожди, я подумаю, о чем говорить.